Ник, как ты можешь верить в Бога, который топил людей, сжигал города, убивал детей, при этом называть этого Бога любовью? Иисус – это одно, а вот Бог Ветхого Завета – это какой-то монстр. И знаете, я понимаю, почему так на первый взгляд кажется любому адекватному человеку. Потому что когда-то я тоже читал Ветхий Завет и тоже думал, это точно тот Бог? Но сегодня я бы хотел просто взять и разобрать это все без уклонений и с конкретными текстами. И к концу видео я думаю, что ты увидишь кое-что неожиданное. И это будет не два разных Бога, но один, но гораздо более сложный, чем нам обычно рассказывают. Первое, что я хочу сказать, идея о том, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это два разных существа, это совершенно не новая идея. Как я уже говорил ранее в одном из своих видео, этой идее уже почти 2000 лет. Был такой человек, Маркион Синопский. Он, между прочим, был богатый судовладелец. И он пришел в церковь и начал проповедовать именно эту идею. Бог Отец из Ветхого Завета – это злой демиург, творец несовершенного мира, жестокий судья. А вот Иисус – это совсем другой Бог. Добрый, любящий, который пришел нас спасти от того самого злого Бога Отца. И Маркион даже составил свою версию Библии. Он выбросил весь Ветхий Завет, а из Нового Завета оставил только те вещи, которые ему нравились. И я думаю, вы догадываетесь, что с ним сделала церковь. Она его осудила как еретика в том самом II веке. Почему я сейчас говорю об этом? Потому что когда кто-то сегодня приходит с этой идеей, что Отец Бог злой, а Иисус добрый, он думает, что он придумал что-то новое, что церковь от нас что-то скрывает. Но на самом деле церковь разобрала этот вопрос еще, когда были живыми люди, которые лично знали апостолов. Это не было новым откровением, это просто старая ересь, но в новой упаковке. И давайте разбираться по существу, потому что нужно объяснить, почему эта ересь сейчас набирает такие обороты. Начну с самого простого и самого прямого. В Иоанна 14 главе Филипп говорит Иисусу: «Господи, покажи нам Отца, и довольно нам». А Иисус ему отвечает дословно: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Вдумайтесь в эти слова. Не Отец похож на меня, не я стараюсь быть похожим на моего Отца, но что-то гораздо более глубокое. Видевший меня, видел Отца. Иисус говорит: я точное отражение Отца. И если ты хочешь узнать, какой мой Отец, просто смотри на меня. А чуть раньше в Иоанна 10:30 Иисус говорит еще короче: я и Отец одно. И это не метафора, как нам пытаются это навязать. Иудеи поняли это очень правильно. Поэтому они взялись за камни, чтобы убить его за богохульство, потому что по их меркам он только что назвал себя Богом. И тут возникает вопрос. Если Иисус точное отражение Отца, и Иисус добрый, то каким должен быть Отец? Совершенно верно. Отец должен быть точно таким же. Послание к евреям, 1 глава, Иисус назван сиянием славы Его и точным отображением Его существа. Греческое слово здесь характер, точно, то есть вот буквально точный оттиск, не похожий, но точная копия, вот как на воске, когда оттиск делают. И Малахия 3:6 это Бог Отец говорит: «Я Господь, я не изменяюсь». Бог не эволюционировал от злого к доброму. Он не менялся. Иисус Христос, если взять Евреям 13:8, тот же вчера, сегодня и вовеки. Так что если ты говоришь, что Бог Ветхого Завета жестокий,
то ты говоришь, Иисус жестокий, потому что это один и тот же Бог. И вот что интересно. Те, кто говорят, Иисус добрый, а Бог Отец злой, они как будто читали только одну часть Евангелия. Помнишь, как Иисус пришел в храм в Иоанна 2 главе? Торговцы, менялы, голуби в клетках, храм, превращенный в рынок. И Иисус, тихий, добрый, ягненок Божий. Но Он делает бич из веревок. Заметьте, Он не покупает, а сам его делает. То есть это не было спонтанной вспышкой, а это было осознанное действие. Он приходит и опрокидывает столы, выгоняет всех. Деньги летят по полу, животные разбегаются, и он кричит: «Дом Отца моего не делайте домом торговли». И это тот самый добрый Иисус? Или Матфея, 23 глава? Иисус обращается к религиозным лидерам, к фарисеям и говорит им дословно: «Змеи, порождения ехидные, гробы окрашенные». И это один из самых жестоких и жестких текстов в Библии. Это не Ветхий Завет, а именно Евангелие от Матфея. Или возьмем Откровение, последнюю книгу. Иисус нам является с мечом, исходящим из уст. Голос как шум вод многих. И Он будет пасти народ свой жезлом железным. И это тот же самый Иисус из Нагорной проповеди. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. Иисус не просто добренький. Да, в Нем есть бесконечная нежность, но и также страшная святость. И все это одновременно уживается в одном Иисусе. И именно это делает Его реальным и непридуманным. Теперь давайте разберем самый сложный вопрос. Почему Бог в Ветхом Завете убивал народы, детей, иногда своих же людей? Есть такая история. Во Втором Царстве, 6 главе, везут ковчег Завета, валы спотыкаются, ковчег качнулся. Оза протянул руку, чтобы придержать, просто придержать, чтобы ковчег не упал. Вроде бы он хотел сделать благое дело, но тут же умер мгновенно. За что? Ты читаешь, и первая реакция – это жестоко. И это на самом деле жестоко. Человек хотел помочь, а его за это убили. Но давайте подумаем немножко глубже. Бог дал конкретные и очень четкие инструкции о том, как нести ковчег, кто может к нему прикасаться, как именно его должны перемещать. И эти инструкции были известны всем. Эти инструкции нарушили. Их везли на телеге, что было прямо запрещено просто. Потому что его должны были нести на плечах левитов. И проблема началась не в тот момент, когда Оза протянул руку, а в том, что когда это произошло, то уже была целая цепочка нарушений, которая привела к этой ситуации. И все равно возникает вопрос, почему именно смерть? Такой суровый ответ за такой маленький проступок? И здесь я снова буду использовать аналогию, которую я часто пишу в комментариях и которую так не любят мои оппоненты. Представьте себе хирурга. Хороший хирург, опытный. У пациента гангрена, нога заражена. И хирург говорит, нужно ампутировать, или заражение пойдет дальше и просто убьет человека. Пациент говорит, ну это жестоко. Добрый врач не отрезает ноги. Но хирург берет и делает эту операцию, потому что он любит пациента и хочет его спасти. Именно поэтому доброта, которая позволяет гангрене распространяться, это не доброта, это безразличие. Бог в Ветхом Завете имел дело с народом и миром, зараженным грехом настолько, что мы сейчас с трудом себе это можем представить. Идолопоклонство доходило до такой степени, что люди сжигали собственных детей живьем в угоду бога Молоха. И это не метафора, это историческая реальность, которую подтверждают археологи. Бог удалял этот источник заражения очень жестко, как хирург. Это жестокость или это единственный способ сохранить что-то живое? Я не говорю, что мне лично это было легко читать, но я научился задавать другой вопрос. Не почему он это сделал,
А что было бы, если бы он этого не сделал? К чему бы это все привело? И есть еще один момент, который нужно понять. Когда Библия говорит о гневе Бога, большинство людей представляют себе разозленного деда на облаке, которому надоело, и он решил всех наказать. Но греческое слово «орге», которое переводится как «гнев», это не про эмоции, не про эмоциональную вспышку, это устойчивое противостояние святости злу. Это не «я разозлился», а это зло и святость не могут сосуществовать вместе. Вот простой пример. Есть свет и есть тьма. Когда ты включаешь свет, тьма не просто обиделась и ушла. Она физически не может существовать там, где есть свет. И это не агрессия света против тьмы, это природа. Вот что такое гнев Бога. Это не Бог, который вышел из себя, а это встреча абсолютной святости с абсолютным злом. И зло, оно никогда не может выжить в этой встрече. И тут возникает самый важный вопрос. Если Бог свят, и зло не может выжить в его присутствии, как вообще кто-то из нас может спастись? Ведь мы же все грешники, все без исключения. Все очень просто. Именно здесь появляется крест. Понимаешь, в чем красота? Те, кто говорит, что Бог Отец жестокий, а Иисус добрый, они просто разрывают то, что неразрывно и неразделимо. Они не видят, что крест – это именно то место, где встречается и полная святость Бога, и Его полная любовь. На кресте Бог не закрыл глаза на грех. Он не сказал: «Окей, забудем». Но потому что Он свят, грех требовал ответа. И что сделал Бог? Он сам заплатил эту цену. В своем собственном Сыне, в себе самом. Потому что Бог есть любовь. И если смотреть на Римлянам 3 главу с 25 по 26 стих, то Павел пишет: «Бог поставил Иисуса умилостивлением, чтобы показать правду свою, то есть святость, справедливость, и оправдать верующего в Иисуса, то есть милость и прощение. И оба эти атрибута одновременно на одном кресте». Ветхий Завет не противоречит Новому. Ветхий Завет – это тысячелетняя история о том, как Бог готовил человечество к тому моменту. Закон показал людям, насколько глубоко заражение. Показал, что своими силами никто не может соответствовать Божьей святости. И потом приходит Иисус и просто исполняет этот закон за всех нас, за тебя и за меня. Матфея 5:17 Иисус говорил: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел, но исполнить». И Он не пришел отменить Ветхий Завет, Он пришел стать его финальной точкой, его исполнением, его смыслом. Это не два разных Бога, это одна история, один Бог, один план, который занял 1000 лет, потому что Он терпелив. И завершился крестом, потому что Он есть любовь. И вот кое-что еще. То, что многих удивляет. Иисус присутствует в Ветхом Завете лично. Возьмите Исход 3 главу. Моисею горячего куста, и Бог говорит ему свое имя. «Я есмь сущий». По-еврейски Яхве. Буквально «Я есть тот, кто я есть». Само существование. А теперь Иоанна 8:58. Иудеи спрашивают Иисуса: «Тебе нет и 50 лет, и ты видел Авраама?» А Иисус отвечает: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь. И не я был, а я есмь в настоящем времени, то самое имя из горящего куста». И иудеи все поняли правильно, они взялись за камни, потому что он только что сказал: «Я тот Бог, который говорил с Моисеем».
Или Бытие, 18 глава. К Аврааму приходят трое, и один из них – Яхве. Авраам разговаривает с ним лично. Это так называемая христофания в Ветхом Завете, явление Сына Божьего до Его воплощения. Иисус не появился в Новом Завете как что-то новое. Он был с самого начала. Иоанна 1:1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Колоссянам 1:16-17. Им создано все, что на небесах и что на земле. Все им и для Него создано. И Он есть прежде всего. И это не два Бога, это один Бог. Я знаю, что сейчас кто-то думает: Ник, но все равно убийство детей, потоп, геноцид, как это совместить с любовью? Отвечу честно, полностью не могу. Признаю, что мое понимание ограничено. Но есть то, что я знаю точно. Первое – это то, что Бог видит картину, которую я не вижу. Я вижу один момент, а Он видит всю картину, включая, куда эти народы двигались и что было бы, если бы Он их не остановил. Второе. Смерть в библейском понимании – это не окончательный конец. Это переход. Бог, который создал жизнь, имеет власть над смертью. Это не то же самое, что когда человек убивает человека. Третье, и это очень важно. Бог дал время. Ханаанские народы в Бытие 15:16. Бог говорит Аврааму, что его потомки вернутся в эту землю только через 400 лет. Потому что мера беззакония амореев еще не наполнилась. То есть он ждал 400 лет, дал время на покаяние. И это не была просто импульсивная жестокость. И четвертое. Единственная языческая семья, которая в итоге была спасена, это Раав, которая была блудницей, которая просто пришла и сказала: я верю в вашего Бога, помогите мне. И ее спасли со всей семьей. Бог постоянно ищет, кого спасти. Он не ищет, кого уничтожить, но Он всегда дает шанс. У всех этих народов был шанс. И если ты пришел к этому видео с вопросом, то я надеюсь, что хотя бы частично ты нашел здесь ответ. Нет двух богов, но есть один. Он сложный, он глубокий. Его нельзя уместить в простую формулу «добрый Иисус и злой Отец». Есть Бог, который достаточно свят, чтобы не закрывать глаза на зло, и достаточно любящий, чтобы самому заплатить за это зло собственной жизнью. Вот именно это и есть Евангелие. Не Бог решил стать добрым в Новом Завете, а Бог, который всегда был свят и всегда был любовью, нашел способ быть одновременно и тем, и другим на кресте. Напишите в комментарии, что в этой теме вас цепляет больше всего. Может быть, есть какие-то вопросы, которые мы не смогли здесь раскрыть, и можем попробовать разобраться. Спасибо, что смотрите мои видео. Желаю вам всего доброго, благословляю вас, обнимаю. И до новых встреч. Пока-пока.